Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами народные приметы, традиции и обряды на 5 июля. Уделим в этом видео внимание церковному календарю, уделим внимание народному календарю, также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать. Итак, друзья, давайте далее все более подробно. 5 июля православная церковь вспоминает сразу нескольких святых мучеников и священномучеников, мученика Галактиона и мученицу Иулианию, а также священномученика Евсевия, епископа Самосадского. Эти святые прославились своим мужеством и непоколебимой верой в Бога, несмотря на многочисленные испытания и страдания, которые выпали на их долю. Святые мученики Галактион и Юлиания жили в III веке. Галактион родился в семье богатых и знатных родителей, и с самого детства он стремился к духовному совершенству и избрал путь монашества. Позже, по Божьему промыслу, он встретил Иулианию, которая также приняла христианскую веру и стала его спутницей в духовных подвигах. Оба они были преданы суду за свою веру и подверглись жестоким истязаниям, после чего приняли мученическую смерть, не отступив от своих убеждений. А вот Евсевий, епископ Самосадский, жил в IV веке и прославился как защитник православного исповедания, утвержденного на Первом Вселенском соборе в Никее. Этот собор, состоявшийся в 325 году, был направлен на осуждение арианской ереси и утверждение догмата о единосущности Сына Божьего с Богом Отцом. За свою верность православной вере Евсевий терпел многочисленные преследования. Император Констанций, узнав, что у Евсевия хранится акт, подписанный на соборе, приказал ему отдать этот документ. Однако епископ проявил невероятное мужество, заявив, что скорее позволит отсечь себе обе руки, чем предаст веру и выдаст акт. С восшествием на престол императора Юлиана Отступника начались еще более трудные времена для христиан. Однако даже в этот период Евсевий не прекратил свою миссионерскую деятельность. В одежде воина он прошел через Сирию, Финикию и Палестину, обращая людей в христианскую религию и укрепляя верующих. После смерти Юлиана Отступника и прихода к власти благочестивого императора Иовиана гонения на христиан приостановились. Однако судьба Евсевия была трагичной. Он погиб от рук женщины из города Далихины, которая сбросила с крыши черепицу, пробившую ему голову. Даже умирая, святой Евсевий проявил истинное христианское смирение и любовь, прося окружающих не причинять зла преступнице. В народном календаре 5 июля отмечают Ульянин день или Евсеев день. Этот день был богат на приметы, обряды и поверья, которые передавались из поколения в поколение. В народе верили, что погода в этот день может предсказывать будущий урожай, а также существовали особые традиции, связанные с сельскохозяйственными работами и заготовкой банных веников. Одна из главных примет этого дня гласит: если идет дождь, то будет хороший урожай хлеба. Дождь в этот день считался благоприятным знаком, обещающим достаток и процветание. Даже существовала поговорка в этот день: «Ульян кличет Ульяну». Это также было связано с прогнозированием погодных условий и их влиянием на сельское хозяйство. Существовала легенда, связанная с этим днем, которая передавалась из уст в уста. Согласно этой легенде, Ульян звал Ульяну у полян, а она ходила у реки, глядя в речное зеркало. Июльское колдовство исчезло, и Ульяна заторопилась к Ульяну, но его жаркие травы привели его к реке. Ульян стеснялся глянуть Ульяне в лицо, и они так не встретились. В этот день крестьяне занимались сельскохозяйственными делами. Этот день, 5 июля, считался благоприятным для повторного посева редиски, чтобы получить уже второй урожай к осени. Крестьяне обрабатывали растения настоем чеснока или помидорных листьев, чтобы защитить их от вредителей. 5 июля этот день был связан и с заготовкой банных веников. В старину баня играла важную роль в народной медицине и магии.
Знахари использовали различные веники для лечения и обрядов. На Аграфену купальницу 6 июля веники заготавливали из заранее собранных веток. Подготовка к этому процессу начиналась именно на Ульянин день. Виды банных веников и их применение. Итак, березовый веник используется в любовной магии. Если молодожены попарятся таким веником, то считается, они никогда не разлюбят друг друга. Также помогает при лечении суставов, бронхов, сыпи и гнойников. Далее осиновый веник применяется для того, чтобы парить людей, больных алкоголизмом. Осина издавна считалась деревом, которое способно поглощать негативную энергию. Далее дубовый веник помогает избавиться от непримиримого врага, придает смелость и наделяет мужскими качествами. А вот люди, родившиеся 5 июля, обладали особой энергетикой и доброжелательностью. Они притягивают к себе внимание своим позитивом и умением находить общий язык с окружающими. Однако, как и у всех, у них есть слабые стороны, такие как капризность и чрезмерная эмоциональность. Эти черты могут мешать им в личной и профессиональной жизни, но, зная о них, можно научиться управлять своими эмоциями и использовать их в своих интересах. Талисман для рожденных людей 5 июля считается малахит. Малахит – это камень, который подходит людям, рожденным 5 июля в качестве талисмана. Этот минерал не только красив, но и обладает сильной энергетикой, способной защищать своего владельца от негативного влияния окружающей среды и улучшать его эмоциональное состояние. Малахит помогает справиться с капризностью и эмоциональной нестабильностью, придавая уверенность и спокойствие. У людей, родившихся 5 июля, была особенная традиция ходить в Евсеев день к своим деревьям-талисманам. Это ель, пихта, сосна. Считалось, что эти деревья обладают целебной и магической силой, способной наполнять человека энергией и помогать ему справляться с трудностями. Ритуал требовал раннего подъема и уединения в хвойном лесу с первыми лучами солнца. Человек должен был снять с себя пояс и расплести косы, обнять свое деревце и рассказать ему о своих бедах и печалях. В знак благодарности оставляли дереву подарок – яркую ленту или бусы. После такого общения с природой душа наполнялась легкостью, уходили все трудности, и на смену им приходили счастье и удача. 5 июля, в день Евсея, также проводили любовные обряды и ритуалы. Считалось, что в этот день силы природы особенно благоприятны для привлечения любви и укрепления существующих отношений. Люди читали специальные магические слова, проводили ритуалы, направленные на привлечение любимого человека или улучшение отношений с партнером. 5 июля этот день был богат традициями и обрядами, которые наши предки соблюдали с особым трепетом. Этот день считался временем очищения, укрепления здоровья и благоприятных встреч. Рассмотрим, что можно и нужно делать в этот день, чтобы привлечь удачу и благополучие. Одной из главных традиций Ульянина дня является наведение порядка в доме. Считалось, что чистый дом защищен от всякой нечисти и негативной энергии. Наши предки верили, что уборка помогает очистить пространство не только физически, но и духовно, создавая тем самым благоприятную атмосферу для семьи. 5 июля также был благоприятен день для прогулок на свежем воздухе и путешествий. Народные приметы гласят, что удача обязательно придет странникам, поэтому если у вас есть возможность отправиться в путь, не упустите этот шанс. Природные прогулки помогут вам зарядиться энергией и позитивными эмоциями. Еще одной важной традицией в Ульянин день была подготовка банных веников. В старину считалось, что веники, заготовленные именно в этот день, 5 июля, обладают особой целебной силой. Они могли вылечить хронические болезни, такие как сыпь, гнойники и больные суставы. Особое значение имел березовый веник. Верили, что если возлюбленные попарятся в бане таким веником, то они никогда не разойдутся. Поэтому это делало Ульянин день идеальным временем для посещения бани вместе с партнером. Также Ульянин день считался и временем встреч, свиданий и гостей. В этот день было принято навещать родных и близких, напоминать о себе, говорить, помогать или просто радовать своим вниманием. Это способствовало укреплению семейных и дружеских связей.
Для одиноких людей этот день тоже был особенным. Считалось, что он благоприятен для поиска второй половинки. Важно было не оставаться дома, а активно общаться, встречаться с новыми людьми и открываться миру. Народные приметы на 5 июля имели большое значение для предсказания погодных условий и сельскохозяйственных прогнозов. Наши предки внимательно следили за природными явлениями и на основе многолетних наблюдений формировали свои поверья. Одной из самых распространенных примет является связь между дождем и урожаем хлеба. Если 5 июля идет дождь, это считается хорошим знаком для будущего урожая. Влага в это время года способствует росту зерновых культур, что в конечном итоге приведет к обильному урожаю. Темные облака, плывущие низко по небу, предвещают дождливую погоду. Если над берегом реки или озера стоит туман, это также указывает на сырую, влажную погоду. Такие приметы помогают предсказать, нужно ли готовиться к дождю и как это может повлиять на полевые работы. Появление радуги в полдень считается признаком ненастной погоды. Радуга, как правило, появляется при наличии влаги в воздухе, что указывает на возможные осадки. Вечерняя роса, наоборот, предвещает хорошую погоду на следующий день. Если роса выпала, это значит, что ночное небо было ясным, что часто сопровождается солнечным днем. Если 5 июля стоит жара, то наши предки верили, что начало зимы будет суровым и морозным. Такая примета основана на наблюдениях за климатическими циклами, где жаркое лето часто сменяется холодной зимой. Животные также служили хорошими предсказателями погоды. Например, если куры купаются в пыли, это к осадкам. Много комаров указывает на приближение теплой погоды. Такие наблюдения помогали фермерам и садоводам лучше планировать свои работы. А вот если вороны раскаркались возле или над домом, это считалось плохим знаком, предвещающим беду. В тихую погоду появление вихря также указывало на приближающийся дождь. Сон в ночь на 5 июля предрекал не самые хорошие события в жизни человека, такие как проблемы, препятствия и беды. Особое внимание следовало обратить на сны, которые приснились под утро. Были яркими, отчетливыми и запоминающимися. Такие сны могут служить предупреждением о грядущих трудностях, и подготовка к ним может помочь минимизировать их влияние или избежать их вовсе. В Ульянин день, 5 июля, существовало множество запретов и поверий, которые наши предки старались строго-настрого соблюдать, чтобы избежать неприятностей и привлечь удачу в свою жизнь. Рассмотрим основные из них. Одно из главных поверий гласит, что начинать важные дела до обеда в Ульянин день не стоит. Считается, что такие начинания не принесут успеха и могут обернуться неудачей. Однако, если приступить к делам после полудня, то они пройдут даже лучше, чем ожидалось. Этот совет помогал планировать свой день и избегать ненужных рисков. А также в этот день, 5 июля, важно было держать себя в руках и не поддаваться соблазнам, будь то финансовые авантюры или личные искушения. Это может привести к серьезным проблемам. Например, необдуманные траты могут опустошить кошелек, а поспешные решения в личной жизни вызвать конфликты и недоразумения. Особую осторожность следует проявлять водителям. В этот день повышается вероятность аварий и серьезных поломок машины. Поэтому рекомендуется соблюдать все правила дорожного движения, быть предельно внимательными и избегать рискованных маневров. Согласно поверьям, колодцы в Ульянин день должны быть чистыми. Если оставить их грязными, то вода в них станет не просто непригодной для питья, но и опасной для здоровья. Считалось, что в грязных колодцах может завестись нечисть, которая будет портить воду, вызывая у тех, кто ее пьет, боли в животе и страшные видения. Поэтому нужно было уделить время очистке колодцев, чтобы обеспечить чистоту и безопасность воды. Сегодня посещать баню не стоит, так как считается, что в этот день там парится банник, банный дух. Тот, кто его потревожит, рискует потерять сознание и впасть в марево. Банник может навредить здоровью и даже напугать до полусмерти, поэтому лучше перенести банные процедуры на другой день. В Ульянин день важно сохранять мир и гармонию в семье и не вступать в конфликты с близкими и родными. Ссоры, случившиеся в этот день, могут оказаться фатальными, и восстановить хорошие отношения будет очень трудно.
Сдержанность и терпение помогут избежать ненужных скандалов и сохранить семейное благополучие. Существует поверье, что незамужним девушкам в этот день нельзя ходить по свежей траве. Таким образом, они путают дорогу своему будущему супругу, из-за чего он не может найти свою любимую. Ну а чтобы не отпугнуть судьбу, девушкам следует избегать прогулок по зеленым лугам. Рыбакам в этот день следует делиться своим уловом с друзьями или соседями. Народная мудрость гласит, что это принесет удачу в следующий раз, и улов будет еще богаче. Щедрость и доброта помогут наладить отношения с окружающими и привлечь изобилие в дом. В этот день строго запрещается приобретать новые вещи, особенно одежду. В народе говорили, что любая покупка, совершенная в этот день, окажется неудачной. Техника, купленная 5 июля, быстро выйдет из строя, а одежда скоро надоест или порвется, а обувь окажется неудобной. Ну а чтобы избежать разочарования и дополнительных затрат, лучше перенести шопинг на другой день. Радость и удовлетворение покупки 5 июля вам точно не принесут. Также нельзя кого-либо обманывать 5 июля. Важно быть честным перед собой и близкими. Преподобный Евсевий не любил ложь, поэтому стоит быть откровенным, если не хотите, чтобы святой разгневался на вас. Ложь и обман в этот день могут привлечь неудачу и негативные последствия. Также запрещается в этот день сквернословить. Следует тщательно подбирать каждое слово и избегать конфликтов с окружающими людьми. Недопустимо доводить себя до состояния, когда хочется сказать плохое слово. Оскорбления и грубости могут не только испортить отношения с близкими, но и привлечь негативную энергию. 5 июля нельзя жаловаться, злиться на кого-либо и находиться в плохом настроении. Хотя контролировать свои эмоции не всегда легко, следует стараться быть спокойным и уверенным в себе и отвечать только по делу. Не поддавайтесь влиянию плохих людей и ситуаций. Промолчите в сложных ситуациях, и это будет для вас самым наилучшим решением. Вот такой, друзья, у нас с вами день 5 июля по народным приметам, традициям и обрядам. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале много полезной, важной и нужной информации. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, услышимся в следующем видео.